В июне 1947 года произошло событие, которое навсегда изменило мир. Пилот частного самолета Кеннет Арнольд заметил над горной цепью Каскад в штате Вашингтон некие странные объекты. Увиденное он описал словами «летающая тарелка», которые прочно вошли в повседневный лексикон, и с тех пор мы стали поглядывать в небо, раздумывая о том, не подходит ли к концу долгая история нашей изоляции. Возможно, мы вот-вот станем гражданами Вселенной, полной жизни, и если этому суждено случиться, примут ли нас в галактический клуб или уничтожат как источник угрозы для других разумных существ? С того погожего солнечного дня прошло более полувека, однако таинственное явление, которое мы называем НЛО, и сегодня не утратило для нас своей притягательности. И на вопросы, поставленные перед человечеством 50 лет назад, мы до сих пор не получили ответа. Одиноки ли мы во Вселенной или нас посещают пришельцы из иных миров, которые похищают людей для проведения жестоких медицинских экспериментов и вселяют в наше сердце страх и замешательство? Правы ли скептики, объясняющие эти непостижимые факты некой великой иллюзии, порожденной тревогами космической эпохи, в которую мы вступили, и приходом нового тысячелетия, наложившего свой отпечаток на наше коллективное бессознательное? А может быть, правы уфологи, утверждающие, что истина гораздо фантастичнее любых наших представлений, а примером тому и непостижимые явления природы, и гипотеза о том, что нас могут посещать гости из будущего, ученые, научившиеся путешествовать во времени. Основная трудность в разрешении тайны НЛО состоит в том, что на каждый из аргументов сторонников той или иной версии в изобилии находятся контраргументы ее противников. Одни из этих утверждений могут показаться абсурдными, другие же по меньшей мере правдоподобны. Действительно ли президент США одобрил вступление американцев в альянс с пришельцами в обмен на технологическое превосходство? Правда ли, что по улицам ходят люди в черном, тайные агенты, нанятые, чтобы заткнуть рот очевидцам контактов с инопланетянами? Основан ли на реальности фильм о так называемом вскрытии тел пришельцев, снятый вскоре после того, как близ городка Росуэлл в штате Нью-Мексико якобы упал инопланетный корабль, или это всего лишь фальшивка? И вообще, можем ли мы убедиться в достоверности каких-либо свидетельств, касающихся этой крайне спорной темы, изобилующей и домыслами, и авторитетными мнениями? Где неопровержимые улики, спросите вы, где образцы инопланетной ДНК, упавшие на Землю останки явно неземного происхождения или якобы сделанные крупным планом снимки крошечного серого создания, бросающегося в свой НЛО, снимки, о которых все говорят, но которых никто не видел? В рейтинге популярности в интернете уфология занимает второе место, а по темпам появления новых сайтов и форумов, не говоря уже о домыслах и досужих сплетнях, она значительно опережает все остальные. Книжные полки стонут под растущей с каждым днем тяжестью изданий, которые нередко противоречат друг другу, но в равной степени претендуют на окончательную разгадку тайны. Однако, если вы попытаетесь прислушаться ко всем этим противоречивым мнениям, то в конце концов просто утонете в море сведений. Дата – 7 июля 1962 года. Место – исследовательская станция Холлит, Антарктика. Только за последние полвека отмечались сотни тысяч, возможно, миллионы случаев наблюдения огней в небе. По статистике, достоянием публики стала лишь 1/10 этих сообщений. Рассматриваемый нами показательный случай приводится здесь по двум причинам. Во-первых, в его описании фигурируют имена крупных специалистов, предложивших объяснение этому феномену. Ясным солнечным утром в 11:15 ученый, работавший в составе опытной исследовательской группы и делавший наблюдения с крыши здания, внезапно заметил приближающееся к базе яркое световое пятно. Сначала наблюдатель подумал, что это сигнал тревоги ракета, пущенная людьми, попавшими в беду в бескрайних ледяных просторах. Однако световое пятно не падало на Землю, как это происходит с сигнальными ракетами. Оно следовало постоянным курсом и в жуткой тишине пролетело несколько миль в морозной атмосфере над безлюдными просторами. На вид пятно было не больше футбольного мяча, однако все зависело от расстояния, которое трудно было оценить, полагаясь на субъективные впечатления. Объект пролетел прямо над станцией, причем стало видно, что это 3 огня, летящие рядом друг с другом. Затем объект удалился по прямой с юго-запада на северо-восток, выбрасывая за собой сноп белых искр, напоминавших короткий хвост. Достигнув 10 градусов над восточным горизонтом, пятно внезапно взорвалось, подобно магниевой вспышке, и исчезло.
Оно находилось в поле зрения меньше минуты. Правительство США организовало расследование случая по сообщениям американских полярников, наблюдавших феномен, и обратилось к группе следователей из ВВС США, запросив данные из секретных архивов проекта «Голубая книга». В архивах ответа на загадку не нашлось, однако политика военного ведомства обязывала следователей предложить некое объяснение, несмотря на полное отсутствие конкретных данных. Так была выдвинута версия метеора, на первый взгляд правдоподобная, но не объяснявшая, однако, ни продолжительности наблюдений, ни постоянного курса, ни других особенностей данного случая. Дата – 3 августа 1998 года. Место – окрестности Питтсбурга, штат Пенсильвания, США. По горячей линии штата Пенсильвания уфологу Стэну Гордону позвонила женщина и сообщила об активности НЛО. Она явно была потрясена увиденным. По словам очевидицы, в без четверти час ночи она увидела красные и зеленые огни, отражавшиеся в озере, на берегу которого она жила. Подумав, что надвигается шторм и это такая молния, женщина подошла к окну, чтобы приглядеться повнимательнее. Посмотрев в окно, она заметила, что огни располагались по сторонам плохо различимого объекта, парящего низко над водой. Объект показался очевидице круглым, без каких бы то ни было выступов. Из основания объекта якобы исходило некое свечение. Спустя примерно 30 секунд после начала наблюдения НЛО внезапно начал подниматься. Подъем был вертикальным и беззвучным. Две принадлежащих очевидице кошки в ужасе бросились вон из комнаты. Поскольку события зачастую происходят ночью, как и в описанном случае, или днем, но в условиях плохой видимости, например, в тумане или в облаках, вероятность ошибки неизбежно возрастает. Эти случаи крайне интересны для исследования, хотя нередко приносят разочарование. К каждому случаю следует подходить индивидуально, рассматривая различные варианты возможных объяснений. Здесь нет жестких правил, и если не отреагировать на сообщение мгновенно, проследить источники событий удается лишь в исключительных случаях, которые можно считать чистым везением. Многие подобные объекты были успешно идентифицированы как самые разнообразные предметы вполне земного происхождения, от окутанных туманом высокогорных отелей и до автомобильных фар, чей свет искажается в результате влияния атмосферных условий, отчего возникает оптический обман, так называемая температурная инверсия. Изучение случаев низкой степени определенности позволяет уфологу выступить в роли самого настоящего детектива и вычислить причины события, используя интуицию, логику и аналитические навыки. Некоторые исследователи проводят параллели между случаями, подобными описанному выше, и так называемыми аномальными реакциями животных. Ученые полагают, что животные, особенно кошки и собаки, часто реагируют на присутствие НЛО и различают определенного рода излучения или звуки, испускаемые НЛО и, как правило, недоступные человеческому восприятию. Известно, что многие животные обладают более острым слухом или восприимчивостью к колебаниям, лежащим вне видимого спектра. Если некое явление сопровождается излучением, скажем, в форме радиоволн или ультразвука, некоторые животные способны распознавать их лучше нас. Это может выражаться в том, что они бросаются бежать от НЛО или, наоборот, объект их привлекает. Таким образом, изучение аномальных реакций животных во время контактов с НЛО может представлять ценность с точки зрения установления природы необычных феноменов. Так, некоторые животные особым образом ведут себя перед началом шторма, поскольку ощущают электрические изменения в атмосфере. По их реакциям мы можем составить более полное представление о силах, вызывающих штормы. Кроме того, некоторые животные демонстрируют необычные реакции перед землетрясениями, которые по иным признакам предсказать не удается, а потому считается, что они хорошо различают присутствие химических веществ или электрических ионов, высвобождаемых в атмосферу в результате смещения геологических формаций под землей. Дата – 22 августа 1998 года. Место – Хезл Гроув, графство Чешир, Великобритания. Очевидцем в описываемом случае был инженер, который ответственно подошел к документированию события и записал точное время наблюдения 23:46, после чего немедленно позвонил в ближайший аэропорт, Международный аэропорт Манчестера, а затем связался с научным центром в Джадрелл-Бэнк и сообщил о случившемся. Оттуда материалы оперативно были направлены уфологам из группы НАРО. Привлеченный вспышкой света в небе,
Очевидец взглянул на запад и увидел объект, который описал как большой треугольник с закругленными вершинами. Подобных летательных аппаратов наблюдатель никогда не видел. Когда объект сместился слегка к западу, а затем стал удаляться на юго-восток, в центре его днища стало заметно большое пятно, светящееся янтарным светом. При этом очевидец смог уловить лишь слабое жужжание. Подозревая, что слабое свечение могло быть отражением уличных фонарей от днища очень низко летящего летательного аппарата, он решил проверить свое предположение. Однако свечение никак не менялось по мере движения объекта, и это наводило на мысль о том, что свет действительно исходит от самой его нижней части. Кроме того, по оценкам очевидца, объект находился уже в 300 метрах над землей, слишком высоко для того, чтобы светиться отраженным светом. Случай так и не получил объяснения. Манчестерский аэропорт зафиксировал на момент звонка воздушное движение в данной зоне. Вылетов полицейских вертолетов в зону не проводилось. Единственное предположение очевидца, бомбардировщик типа Стели, опровергнуть невозможно, однако это крайне маловероятно, учитывая близость зоны к маршрутам воздушного сообщения и крупным населенным пунктам. Данный случай принадлежит к числу сотен НЛО типа «Летающий треугольник», которые наблюдались в 1990-х годах. Случаи средней определенности составляют около 5% всех наблюдений. Относительно высокая ценность этих свидетельств как наблюдений необъяснимых событий, к сожалению, ограничивается этой весьма скромной статистикой. Нет никаких оснований считать, что все эти случаи или даже их большинство действительно необъяснимы. Процент идентифицированных объектов этой категории ниже, чем предыдущий, и, вероятно, не превышает 50%, однако это не исключает того, что во многих случаях объекты могут опознаваться ошибочно. Самый очевидный источник подобных ошибок – летательные аппараты. Авиационные технологии постоянно совершенствуются, а информация о военных разработках обычным гражданам по большей части недоступна. Есть веские основания полагать, что некоторые продукты высоких авиационных технологий, например, истребители типа Стели, периодически совершают испытательные полеты над густонаселенными районами, поскольку военные уверены, что эти аппараты будут ошибочно приняты за НЛО, то есть за межпланетные летательные аппараты, а потому большинство здравомыслящих граждан проигнорирует сообщения о них. Так, уфология волей-неволей служит прикрытием для испытаний новейших военно-космических технологий, которые простым смертным представляются чистейшей фантастикой. Наука не стоит на месте, порождая открытия и изобретения, которые могут служить почвой для появления все новых случаев средней степени определенности. Типичный пример тому – лазерные шоу. Компьютеры генерируют изображения в форме дисков, которые излучаются мощными прожекторами, достигая сотен метров в высоту, и проецируются на облака. Начиная с конца 80-х годов эти изображения послужили причиной множества сообщений об НЛО. Однако, если все рациональные объяснения проверены, а случай продолжает оставаться загадочным, шансы на то, что он представляет собой явление, которое многие относят к подлинным НЛО, уже достаточно велики, чтобы принять их во внимание. Впрочем, следует учитывать и то, что многие неопознанные явления тоже обладают вполне определенной формой и структурой. Кроме того, шарообразные метеоры, болиды, а также обломки спутников, сгорающие при вхождении в плотные слои атмосферы, нередко описывают как удлиненные сигарообразные предметы, испускающие пламя со стороны хвоста и имеющие ряд иллюминаторов по бокам. Человеческий разум имеет свойство извлекать порядок из хаоса и достраивать недостающие звенья, превращая искры от болида в ряды иллюминаторов на фюзеляже какого-то летательного аппарата. Богатое человеческое воображение довершает начатое, придавая иллюзорному образу правдоподобные черты. Поэтому, хотя очевидцы нередко описывают якобы увиденные ими, но вполне конкретной формы, их сообщениям ни в коем случае не следует доверять и считать, будто их взору предстало что-то кроме пятен света или сгустков энергии. Дата – 24 мая 1949 года. Место – река Рок-Ривер, штат Орегон, США. НЛО, по крайней мере звездолет пришельцев, по уже сложившейся традиции обычно считается похожим на диск или тарелку. На самом же деле этому описанию соответствует лишь 3% случаев. Тем не менее, именно эти 3% большинство людей относят к числу подлинных НЛО,
иными словами, летательных аппаратов, контролируемых некими разумными существами и прилетевших с других небесных тел. Свидетелями описываемого здесь случая стали 5 рыбаков, которые наслаждались несколькими днями отпуска в краях, где почти не ступала нога человека. Однажды, около 5 часов вечера, рыбаки увидели, как над их лодкой пролетел аппарат крайне необычной формы. Он был похож диск или, скорее, на котлету из тусклого серебристого металла. По краям объекта имелось нечто вроде борозд, а в задней части виднелся небольшой стабилизатор с неизвестной маркировкой. Рыбаки наблюдали за аппаратом в течение нескольких минут. Он бесшумно летел против ветра, после чего изменил направление и исчез из виду. Пристальное разглядывание объекта в бинокль не оставляло сомнений в том, что даже отдаленно похожих на него летательных аппаратов никому из 5 наблюдателей видеть не приходилось. Очевидцы также обратили внимание на то, что поверхность объекта казалась грязной или ржавой, как будто ее давно не чистили. Этим случаем со свойственной военным дотошностью занялись специалисты из ВВС США. С очевидцами обращались так, словно их подозревали в каком-то преступлении, допрошены были даже их коллеги и родственники. Комиссия не выявила никаких фактов, дававших повод для сомнений в правдивости их показаний, однако не нашлось и свидетельств того, что в зоне наблюдения выполнял полет какой-либо летательный аппарат. Коммерческие авиалайнеры не летали над этой малонаселенной местностью, а Пентагон заверил военных, что экспериментальные полеты в данной зоне не выполнялись. Таким образом, единственным рациональным объяснением оставалось то, что очевидцы наблюдали какой-то неизвестный летательный аппарат. Однако один из очевидцев, который особенно тщательно разглядывал детали объекта в бинокль, настаивал, что аппарат подобной формы не может летать с использованием любых традиционных на сегодняшний день двигателей. Этот очевидец сам был авиационным инженером и испытывал экспериментальные схемы аэропланов в одной из крупнейших авиакомпаний. Нет никаких сомнений, что многие случаи, которые относят к дневным дискам, на самом деле представляют собой не что иное, как экспериментальные летательные аппараты. Крылья самолета часто не видны, особенно при ярком солнечном свете, что придает фюзеляжу необычное очертание. Известно также, что испытывался ряд дискообразных летательных аппаратов, которым с большим или меньшим успехом удавалось подняться в воздух, как правило, в рамках военных программ. Следует отметить, что в наши дни аппараты округлой формы больше не проектируются, хотя некоторые, в том числе российский транспортный корабль «Кип», выглядят точь-в-точь как летающие тарелки из фантастических фильмов. Современные военные самолеты, в частности истребители и бомбардировщики типа «Стели», как правило, имеют крылья треугольных очертаний. Стоит ли считать простым совпадением, что в последние годы количество сообщений о дискообразных НЛО резко сократилось, уступив место многочисленным наблюдениям летающих объектов треугольной формы? Более того, после 1995 года в Великобритании поразительно высок процент сообщений об объектах, напоминающих по форме треугольник. Вероятно, и прежде значительное число НЛО, относящихся к типу дневных дисков, было ничем иным, как экспериментальными летательными аппаратами. Однако почему эти дневные диски постепенно превратились в дневные треугольники? Разумеется, нельзя исключать того, что некоторая доля дневных дисков, согласно статистике уфологических организаций, примерно 1 из 10 случаев, может действительно являться летательными аппаратами неизвестного происхождения. Но если так, не создается ли впечатление, будто на протяжении человеческой истории эти аппараты меняли свою форму от дирижаблей до дисков, а затем и треугольников, пытаясь подстроиться под культурные представления соответствующей эпохи? И если да, то каково происхождение этих удивительных творений? Действительно ли мы имеем дело с инопланетными машинами, прилетевшими на Землю из иных миров, или, как полагают некоторые, с технологиями из нашего собственного будущего, с машинами времени, вторгающимися с разведывательными миссиями в сегодняшний день, который для них прошлое? Это предположение, каким бы невероятным оно ни казалось, находит подтверждение в некоторых фактах. В 1957 году некто Билл Дилан в английском поселке Рэмбридж видел аппарат, по описанию полностью совпадающий с тем, который видели рыбаки в штате Орегон. У него были точно такие же пятна грязи или ржавчины на борту. Трудно представить, что экспериментальный самолет или инопланетный корабль мог появиться в двух местах, удаленных друг от друга на 1000 километров, и на 7 лет в одном и том же техническом состоянии. Если же это была машина времени, вернувшаяся в прошлое,
Она могла посетить 1949 год за считанные мгновения до 1957. И хотя было бы неразумно делать на основании 2 единичных случаев столь далеко идущие выводы, можно найти и другие примеры подобного рода. Большинство необъяснимых наблюдений дневных дисков следует, вероятно, признать экспериментальными летательными аппаратами, и все же не исключено, что существуют случаи, не вписывающиеся в эту категорию. Дата – апрель 1967 года. Место – Юнгэй, Перу. Американский уфолог Ричард Гринвилл узнал о существовании 4 таких фотографий в 1968 году, после того, как один из сотрудников лаборатории Kodak из чистого любопытства сделал себе копию оригинального негатива, переданного в его отдел на проявку. Поскольку это противоречило правилам фирмы, сохранить отпечаток не позволили, однако Гринвилл узнал об этом случае и пустился на поиски. Впоследствии, заручившись поддержкой военно-морских сил Перу, которые занялись расследованием необычного явления, Гринвилл добился от лаборатории Kodak разрешения на приобретение полного комплекта из 4 цветных фотографий. Далее он отправился в Южную Америку, где получил снимки и приступил к расследованию. Снимки были сделаны туристом-любителем Августе Арандой, взявшим фотокамеру на прокат у Цезари Эри, владельца туристической фирмы в Юнгэй. Съемка производилась днем на высоте около 3000 километров над городом в долине Хайлас. На серии фотографий видны 2 сплющенных металлических диска с центральным возвышением или килем. Один снимок представлял особую ценность, поскольку в кадр попал и сам НЛО, и небо, и горы на заднем плане, изображения которых получились очень четкими. Другие снимки были не столь впечатляющими, поскольку на них, как это свойственно большинству фотографий НЛО, сделанных днем, объект был снят только на фоне неба, что не позволяло провести их полноценный анализ. Хотя Гринвилл встретился с Ури, получил от него снимки и расспросил его о подробностях тура, включая достоверные сведения о том, что очевидец существовал в действительности, найти Аранду ему не удалось. Вскоре на зону съемок обрушилось страшное землетрясение, которое унесло жизни 70 000 человек и полностью погребло город Юнгэй под гигантским оползнем. Теперь вещественными доказательствами наблюдения НЛО могли служить только снимки и тот факт, что они были произведены не с целью добиться денег или известности. Насколько можно судить по снимкам, на них изображены 2 объекта диаметром около 6 метров каждый. Всего было сделано более 10 000 фотографий НЛО. Многие из них отличаются исключительно низким качеством, поскольку получить хорошие снимки на фоне ночного неба с помощью любительских фотоаппаратов и при отсутствии специальных навыков крайне затруднительно. В результате на большинстве снимков видны только полосы света, которые, откровенно говоря, могут быть оставлены чем угодно. Ночные фотографии лишь изредка представляют серьезную ценность для научного анализа, при этом 85% всех наблюдений НЛО приходится на ночное время, что делает проблему практически неразрешимой. А на дневных снимках возникает огромное количество всевозможных дефектов, пятна, оставленные на негативах в процессе сушки, блики от линз и другие огрехи, которые относительно легко идентифицировать, но которые после проявки могут напоминать НЛО. Моментальные снимки летящих птиц, сделанные современными высокоскоростными фотокамерами, также часто принимают за изображение НЛО, поскольку силуэт птицы, заснятой во время полета, может сильно отличаться от привычных нам очертаний. Если автор снимков утверждает, что в момент спуска затвора он не видел ничего необычного, но после проявки на пленке появились изображения странных объектов, этому почти всегда можно найти достаточно тривиальное объяснение. Разумеется, даже если очевидец утверждает, что видел НЛО и сделал ряд фотоснимков, это еще не означает, что мы близки к разгадке. И хотя подделку фотоматериалов нельзя назвать повальным увлечением, некогда она была более популярна, чем сегодня, так как газеты публиковали почти все снимки, которые присылали в редакцию. В наши дни число фотографий НЛО заметно сократилось, однако слава и деньги – не единственные причины, подталкивающие людей к фальсификации снимков НЛО. Иногда фальсификаторы руководствуются и менее приземленными мотивами, пытаются одурачить уфологов, провести своего рода социологический эксперимент или устроить розыгрыш. Это происходит, когда кто-то другой берет и выдает ваши фотографии за реальные. Публичная огласка часто становится психологическим препятствием, мешающим фальсификатору признаться в том, что это была лишь шутка.
Появление современных цифровых фотокамер или аппаратов типа Polaroid, в которых снимки делаются без негативов, доступных всестороннему изучению, значительно облегчило изготовление весьма убедительных подделок. В прошлом приходилось подбрасывать вверх различные предметы вроде автопокрышек и фотографировать их, совершенно не будучи уверенным, что снимок будет хотя бы отдаленно напоминать парящий в небе НЛО. Обман удавалось раскрыть в тех случаях, когда бдительные уфологи требовали показать всю пленку, на которой они обнаруживали целую серию неудачных попыток наряду с единственным получившимся кадром. Считается, что из 10 тысяч известных фотографий НЛО, начиная с первого кадра, снятого в Мехико в 1883 году, лишь примерно на сотни запечатлено нечто, действительно указывающее на существование доселе неизвестных явлений. Но даже и в этих случаях в любой момент может появиться разгадка тайны фотоматериалов, долгое время считавшихся необъяснимыми. В 1966 году на горной дороге в штате Орегон один ученый сделал снимок, на котором виден диск, всасывающий в себя хлопья снега. Лишь профессионализм, упорство и везение позволили уфологу Ирвину Бейдеру, взявшемуся за расследование этого случая, 25 лет спустя разрешить эту загадку. Снятое на пленку НЛО оказалось ничем иным, как расфокусированным изображением дорожного знака. Дата – 13 марта 1997 года. Место – Феникс, штат Аризона, США. В 90-е годы наблюдалось резкое падение числа фотоснимков НЛО до минимума на фоне стремительного роста числа видеозаписей, поражавших разнообразием запечатленных на них объектов. К 1999 году скорость появления новых видеозаписей превысила 200 съемок в год. В этот мартовский вечер более 70 человек наблюдали целую эскадрилью световых пятен, пересекавших небо над Аризоной. Это событие успели заснять на видео по крайней мере 8 человек, оказавшихся в окрестностях Феникса. По факту расследования, проведенного Ричардом Мацером из МУФОН, стало очевидно, что имели место по крайней мере 2 несвязанных друг с другом эпизода. Большинство очевидцев наблюдало фигуру из звездоподобных огней, пересекшую штат в направлении с севера на юг, за которыми, возможно, следовала некая темная масса. Огни, появившиеся около 20:30, преодолели значительное расстояние. Однако эта первая фаза происшедшего была заснята лишь на один видеоролик, на котором огни были видны довольно смутно, несмотря на использование камеры с высоким разрешением и высококачественной пленки. Хотя первый эпизод оказался более интересным, наибольшее внимание привлекло именно второе событие, происшедшее тем же вечером в 22 часа. 7 снятых в этот момент видеороликов широко демонстрировались по телевидению. На них запечатлена группа янтарных огней, медленно опускающихся на фоне ночного неба и гаснущих один за другим. Поначалу считали, что эти световые пятна пролетают над городом, огни которого были видны на видеозаписях, однако анализ показал, что они находились за горами Эстрелла, виднеющимися вдали. Огни исчезали, скрываясь за отдельными пиками этой горной цепи. Моцер установил, что это, скорее всего, были сигнальные ракеты, запущенные с ближайшего военного полигона. Что касается V-образной конфигурации огней, то она осталась необъясненной. Стоит отметить, что благодатный материал для сенсационной телепередачи вовсе не обязательно содержит убедительные свидетельства появления НЛО. Некоторые очевидцы подозревают, что военные намеренно запустили ракеты с целью ввести ученых в заблуждение и дискредитировать более ранние наблюдения странных объектов, однако это представляется маловероятным, учитывая сообщения о подобных огнях, сделанные в предшествующие месяцы. Растущее число видеозаписей НЛО явилось настоящей золотой жилой для теледокументалистов, и передачи про НЛО, включающие реконструкцию странных событий, стали пользоваться большой популярностью. При этом кинопрокатчиков не волнует научная ценность свидетельств, попавших в их руки, и, с их точки зрения, недостоверные, но сопровождаемые кинокадрами случаи лучше, чем события, действительно заслуживающие внимания, но не заснятые на пленку. Они руководствуются исключительно тем соображением, что зрительская аудитория проявит больше интерес к сообщению, если ей показать картинки. Видеокамеры обладают собственными недостатками, в частности, на видеозаписи нечетко получаются точечные источники света. Автофокус этих устройств самостоятельно меняет фокусное расстояние, переключаясь с одного объекта на другой, из-за чего возникают размытые изображения, которые нередко принимают за структурированные формы НЛО, хотя ничего подобного на пленке нет.
Некоторые типы видеокамер при попадании в объектив прямого света проецируют на пленку образы собственной системы линз, опять-таки провоцируя заявление об НЛО вполне конкретных очертаний, хотя на самом деле мы видим не более чем размытый источник света, на который накладывается изображение оптического механизма самой камеры. Другой тип видеосвидетельств НЛО включает странные объекты, попадающие в поле зрения камер слежения, круглосуточно охраняющих многие общественные здания и магазины. Некоторые материалы, полученные таким образом, действительно представляют интерес для уфологии, хотя большинство не содержит ничего ценного. На некоторых записях видны пролетающие вдалеке самолеты или дирижабли. Один неизвестный объект, зарегистрированный среди ночи сразу 2 видеокамерами, установленными на здании торгового центра, оказался насекомым, освещенным инфракрасным лучом камеры, который служит для подсветки фона. Хотя видеозаписи весьма соблазнительны и на первый взгляд демонстрируют нам неопровержимые свидетельства существования НЛО, суровая реальность состоит в том, что эти иллюзорные ожидания нередко не выдерживают серьезного исследования. Кроме того, в последнее время появляется все больше видеоподделок. Пользуясь достижениями высоких технологий, фальсификаторы создают столь убедительные изображения, что они нередко получают широкую огласку. Видеозапись пролетающего над Мехико межпланетного корабля классических очертаний, сделанная в августе 1997 года, выглядит предельно правдоподобно, особенно когда звездолет скрывается за силуэтами небоскребов, однако у этого потрясающего ролика есть своя ахиллесова пята. Ни один житель многомиллионного мегаполиса воочию подобной картины не наблюдал. Если на видео было заснято реальное событие, отсутствие очевидцев невозможно объяснить никакими доводами. Остается лишь предположить, что на реальный городской ландшафт было наложено компьютерное изображение объекта. Дата – 14 февраля 1996 года. Место – Северное море у восточного побережья Шотландии. Большинство известных на данный момент радарно-визуальных регистраций – это наблюдение НЛО с самолета или вертолета либо пеленг объекта или наземным радаром, или бортовой системой, а в ряде случаев и обоими устройствами. Однако радары используются и в других ситуациях, например, в описанном ниже случае. Свидетелем описываемых событий стал один из многочисленных мелких траулеров и рыболовецких судов, бороздящих просторы Северного моря. На рассвете, когда команда ловила рыбу близ Бервика, расположенного на восточном побережье Шотландии, в небе появился странный объект. Несколько членов команды остановились, чтобы посмотреть на большой темный треугольник с красными огнями, двигавшийся по небу совсем не так, как обычные самолеты или вертолеты. Буровые вышки, которыми усеяно Северное море, связывает с сушей постоянный поток воздушного транспорта, так что члены экипажа были хорошо знакомы практически со всеми типами авиационной техники. В то время как НЛО проследовал мимо на поразительно малой скорости и совершенно бесшумно, оператор радара, используя оборудование, предназначенное в первую очередь для отслеживания надвигающихся погодных фронтов, засек цель, курс которой совпадал с курсом объекта. Следует отметить, что метеорологические радары способны регистрировать только очень крупные объекты. По высокочастотному каналу оператор отправил показания радара и отчет об увиденном на соседнее судно, рыбачившее в нескольких милях по курсу следования странного объекта. Несколько минут спустя оператор радара второго судна также запеленговал пролетавшую мимо цель, а члены команды заметили впереди по курсу темную массу. Впоследствии удалось сопоставить данные радаров и визуальное наблюдение с обоих судов, проложить на карте соответствующие курсы и методом триангуляции вычислить приблизительные размеры объекта. Он оказался огромным, больше футбольного поля. Дальнейшее расследование зашло в тупик. Версия дирижабля была отвергнута высшими военными чинами, так как рыболовецкие суда находились почти в 100 километрах от берега, а дирижаблям не разрешается улетать так далеко от возможных мест аварийной посадки. Министерство обороны сообщило, что никаких военных самолетов в зоне наблюдения не было, за исключением армейского «Геркулеса». Моряки явно видели что-то другое. Случай так и остался нераскрытым. В настоящее время известно около 500 тщательно задокументированных радарно-визуальных наблюдений НЛО, хотя ходят слухи, что это лишь малая доля всех случаев данной категории, никогда не придававшихся огласке. Один из самых впечатляющих случаев произошел в августе 1956 года в Восточной Англии. Тогда пролетающий мимо неясный свет наблюдали наземный и бортовой радары, а также очевидцы, находящиеся на земле и в воздухе.
Однако большинство случаев подкреплены гораздо меньшим числом свидетельств. Даже сегодня мы крайне мало знаем о целях использования радаров в ранний период их истории, сразу после окончания Второй мировой войны. На них нередко фиксировались аномальные цели, прозванные ангелами, объекты, которые, как казалось, могли свободно передвигаться по небу в любом направлении. На самом же деле этот эффект обязан своим появлением особым свойствам атмосферы, порождающим фиктивные эхо, регистрируемые на радарах. Современные высокотехнологичные радарные системы запрограммированы так, чтобы отфильтровывать все ненужные сигналы и оставлять для анализа лишь те объекты, которые призван отслеживать радар, а таким образом любые данные об НЛО автоматически уничтожаются. Разумеется, эта технология, несмотря на все технические ухищрения, дает сбой и может порождать и действительно порождает данные о тесных контактах с НЛО. Так, в 1991 году с самолета, выполнявшего полет над английским графством Сассекс, поступило сообщение о некой темной массе, пролетевшей рядом с его крылом. Бортовой радар продолжал отслеживать объект, который удалялся в сторону моря, летел против ветра слишком быстро для воздушного шара и заставил другой подлетавший к побережью самолет отклониться от курса. Данный случай далеко не уникален, хотя из более чем 40 встреч самолетов с НЛО над Великобританией, которые произошли за 90-е годы, только в 5 случаях объекты были запеленгованы радарами. При этом важно понимать, что регистрация объекта радаром еще не означает, что мы имеем дело с НЛО. Во многих случаях радарно-визуальной регистрации данные как визуальных наблюдений, так и радаров получают вполне конкретное объяснение. Особенно часто неопознанными объектами оказываются метеостаты. Эти аппараты за время своего полета способны дважды опоясать земной шар, а срок их службы на месяцы превышает расчетный, в результате чего они порой появляются в самых неожиданных местах. Наблюдения с рыболовецкого судна близ Бервика также могут иметь рациональное объяснение, хотя доказать правильность нашей версии не представляется возможным. Известно, что после разразившейся в 1991 году войны в Персидском заливе над районом Северного моря проводились многочисленные военные учения, в ходе которых отрабатывалась дозаправка в воздухе. Такие дозаправки необходимы для обеспечения длительных беспосадочных полетов бомбардировщиков, для которых обычная наземная заправка горючим крайне неэффективна, а зачастую и невозможна. Во время дозаправки огромный самолет-заправщик летит рядом с эскадрильей военных самолетов и перекачивает на них топливо по специальному соединительному шлангу. Таким образом, в непосредственной близости друг от друга оказываются несколько летательных аппаратов, начиненные взрывоопасным топливом. Поскольку процедура дозаправки крайне опасна, выполнять ее над сушей запрещено. Во время ее выполнения самолеты выстраиваются в V-образный клин на большой высоте и используют очень яркие световые сигналы. При наблюдении с уровня моря это зрелище напоминает один громадный треугольный летательный аппарат, парящий медленно и практически бесшумно. Дата – 1 января 1996 года. Место – Диганвей, Уэльс. Тесные контакты позволяют исследователю НЛО изучать последствия событий в форме физиологического воздействия, со слов очевидцев, и воздействия на окружающую среду. Глухая рыбацкая деревушка в Уэльсе потихоньку просыпалась после новогодней ночи, когда женщина, чья хижина стояла на краю крутого скалистого утеса, откуда открывался величественный вид на гавань, услышала странный металлический звук. Она подошла к выходящему на море окну, чтобы выяснить, что это, и увидела парящий прямо напротив скалы странный коробчатый объект, от которого исходил вибрирующий звук. На глазах у очевидицы вокруг объекта образовалась дымка или облачко, и он постепенно скрылся из виду. Затем из дымки вылетел каскад искр и посыпался вниз по скале. Это напоминало электрическую дугу на высоковольтной линии. Спустя несколько минут туман начал рассеиваться, и из верхнего угла коробки показался искривленный луч голубого света, рассеявшийся в воздухе внизу скалы. Затем луч пополз вверх, и сам объект исчез в ночной мгле. Шум также прекратился. Когда на следующий день очевидица проснулась, она почувствовала себя плохо. Глаза у нее болели, голова раскалывалась, а во лбу ощущалась сильная пульсация. Болезненные ощущения не прекращались, что побудило женщину сообщить о случившемся. На место прибыли представители Валлийской уфологической федерации и провели обследование. Поверхность скалы была недоступна для непосредственного изучения,
но находилась неподалеку от стены дома женщины. Под стеной были обнаружены осколки камня, которые лежали поверх свежего снега, что указывало на то, что появились они недавно, возможно, одновременно с ночным инцидентом. Каменная крошка оказалась осколками серой сланцевой черепицы, которой была покрыта крыша неподалеку от того места, где женщина видела парящую коробку. Создавалось впечатление, что кусок черепицы сорвало с крыши и швырнуло на тонкий покров только что выпавшего снега. Уфологи замерили уровень радиации, но показания были в норме. Лишь около 1% тесных контактов сопровождается поддающимися изучению эффектами, хотя многие очевидцы жалуются на головную боль и другие последствия шока, по их словам, наступившего при виде НЛО с близкого расстояния. В действительности же определить, были ли болезненные ощущения очевидцев вызваны стрессом или некими физическими энергиями, связанными с появлением НЛО, довольно непростая задача. Именно по этой причине в Диганвей были произведены замеры радиации. Однако даже в тех случаях, когда не возникает сомнений, что на месте контакта присутствовал некий материальный объект, повышенный уровень радиации в указанной зоне – исключительно редкое явление. Это говорит о том, что если болезненные симптомы и были вызваны физической энергией НЛО, воздействие это достаточно слабое, и все его последствия исчезают в течение считанных дней или максимум недель. Большинство из них, скорее всего, вызвано стрессом в сочетании с остаточными эффектами энергии, непосредственно испускаемой НЛО. Некоторые ощущения проходят практически сразу. Очевидцы вспоминают, что по телу пробежали мурашки, а волосы встали дыбом, как это происходит при реакции на электрическое поле. Долговременные болезненные симптомы – это обычно головная боль, примерно в 40% случаев, воспаление глаз и даже конъюнктивит, примерно в трети случаев. Иногда очевидцы жалуются на тошноту, сыпь и ожоги. В целом эти эффекты указывают на кратковременное воздействие радиации, однако поскольку очевидцы редко оказываются слишком близко к объекту, масштабы этого воздействия достаточно ограничены. Лишь в исключительно редких случаях имеют место признаки серьезных заболеваний или травм, которые есть основания считать последствиями тесного контакта. К их числу относится случай Бетти Кэш, которую после контакта с НЛО в 1980 году в Техасе пришлось госпитализировать. Известно также о том, что один очевидец умер в результате удара световым лучом, вызвавшего взрыв радиоприемника в его автомобиле. Это произошло в городке Риели в графстве Чешир. Кроме того, были зафиксированы вибрационные эффекты, связанные с НЛО. Описанный выше случай, когда сланцевая черепица упала с крыши и раскололась, напоминает другой инцидент, происшедший в 1976 году в Болтоне. Очевидица, наблюдавшая похожие по описанию НЛО, также жаловалась на головную боль, тошноту, воспаление глаз и сыпь, а металлические пломбы в ее зубах раскрошились и выпали, что привело стоматолога в недоумение. Эти эффекты, по-видимому, объясняются резонирующей вибрацией, исходившей от НЛО. Дата – 10 ноября 1978 года. Место – нефтяное месторождение Юм-Алаиш, Кувейт. В ноябре 1975 года по Ближнему Востоку прокатилась волна наблюдений НЛО, эпицентр которых находился в зоне нефтяных месторождений, служащих источником как экономического процветания, так и политической нестабильности в этом регионе. Случаи оказались настолько серьезными, что за их расследование взялся Государственный департамент США, который отправил отчет в Вашингтон, несмотря на то, что официально расследование наблюдений НЛО в США было прекращено еще за 9 лет до этого. Самый поразительный случай – сообщение об НЛО, который появился среди ночи над месторождением Ум-Алаиш, расположенным в 160 километрах к северу от столицы Кувейта. Очевидцами этого стали 7 работников насосной станции, один из которых был американским инженером. Они описывали НЛО как большой цилиндр с выступом в верхней части, приземлившийся на нефтяную площадку вблизи станции. После 7 минут бесшумного пребывания на Земле объект стремительно взмыл в воздух, что, вероятно, могли наблюдать и другие жители Кувейта. Во время контакта в работе станции были отмечены перебои. На несколько минут оборвалась телекоммуникационная связь, а насосное оборудование заглохло. Оборудование было оснащено автоматической системой аварийного отключения. Хотя после остановки насос необходимо включать вручную,
По необъяснимым причинам он возобновил работу самостоятельно, как только НЛО улетел. Группа ученых из Кувейтского института научных исследований занялась расследованием волны наблюдений, длившейся с 9 ноября по 2 декабря и распространившейся на Ирак. Версия американского разведывательного самолета была отвергнута, однако ученые разошлись во мнениях относительно того, было ли это неопознанное явление или неизвестный летательный аппарат. Тесные контакты, вызывающие отключение электропитания, не менее распространены, нежели случаи, включающие физиологические эффекты, и составляют примерно 1% всех известных наблюдений НЛО. В типичном отчете сообщается об относительно краткосрочном воздействии, например, о статических помехах в работе радио и телевидения, соответствующих той или иной форме электромагнитного поля. Интересная, хотя и довольно малочисленная группа отчетов также связана со статическими зарядами, которые остаются на одежде или предметах, находившихся в непосредственной близости от НЛО. В ряде случаев очевидцы сообщали об ударах током в момент прикосновения к подобным предметам после инцидента. Так, один бизнесмен, который видел светящийся шар близ Лика в графстве Стаффордшир, по его словам, подвергся нападению со стороны этого объекта, сообщает об исходившем от шара мощном электрическом поле, так что при его приближении на 1-2 метра очевидец почувствовал зуд во всем теле. Затем он потерял сознание, а очнувшись и начав отряхивать одежду, обнаружил, что из нее посыпались искры. Сноп искр разлетался во все стороны, вызывая слабые удары тока. Также сообщается о нарушении работы бортового электрооборудования самолетов и кораблей. Так, во время контакта в Атлантическом океане на одном судне остановилась лебедка, поднимавшая шлюпку. Учитывая участившиеся случаи встреч самолетов с НЛО во время полетов и все возрастающую зависимость современных авиалайнеров от компьютерных систем, налицо реальная угроза. Уже имело место несколько необъяснимых авиакатастроф, которые, возможно, произошли именно из-за отказа оборудования, вызванного воздействием НЛО. Это еще одна из причин, по которым необходимо тщательное расследование принимаемых за НЛО странных явлений. В некоторых случаях тесных контактов, в частности, в Кувейте, описываемые объекты, без сомнения, выглядели и вели себя как летательные аппараты. Если наше небо действительно бороздят некие инопланетные устройства, их двигательные системы вполне могут генерировать в качестве побочного продукта электромагнитные поля. Именно об этом свидетельствуют сообщения очевидцев, столкнувшихся с пришельцами. Тем не менее, в описании многих случаев, в которых упоминается об электрической энергии, фигурируют не более чем световые шары или трубки, по всей видимости, представляющие собой некие формы неопознанных явлений. Так, шаровая молния, феномен, уже давно признанный наукой, иногда, как полагают, генерирует электромагнитное поле. Дата – 1 января 1993 года. Место – Хеттерсгилл, Кумбрия, Великобритания. Таксистка по имени Линда сообщила экспертам по НЛО из Буффало Глории Диксон и Палу Кэбби, что ей довелось пережить это кошмарное событие в самую напряженную для таксиста ночь, новогоднюю. Линда только что отвезла одну веселую компанию на самую окраину города и выезжала на автостраду, ведущую на Брэмптон, когда автомобильный коммутатор начал барахлить. Хороший прием имел для Линды огромное значение, поскольку ей нужно было постоянно связываться с диспетчерской и получать адресы следующих клиентов. Вскоре статический разряд полностью вывел коммутатор из строя. В тот же момент мотор начал глохнуть, а фары потускнели и через некоторое время полностью погасли. Такси остановилось посреди дороги в глухой и безлюдной местности. Линда, перепугавшись, выскочила из машины, решив пешком добраться до дома, у которого высадила своих пассажиров. Но, сделав всего несколько шагов, она заметила над самой дорогой позади машины внушительных размеров световой шар. Шар был не меньше полуметра в диаметре, испускал белое свечение и медленно плыл над землей. Спустя считанные секунды он проплыл над крышей автомобиля, а затем стремительно унесся через поле в направлении Лангтауна. Во время контакта по телу Линды пробежала странная дрожь, ей показалось, будто на нее кто-то смотрит. Вернувшись к машине, чтобы убедиться, что она не пострадала, Линда попыталась покинуть место происшествия. Фары снова заработали, а двигатель завелся, и машина рванулась вперед на уже включенной передаче. Механизм автомобиля был в полном порядке.
В работающем коммутаторе раздавался нервный голос диспетчера, допытывавшегося у Линды, где она пропадала. Диспетчер уверял ее, что связи не было в течение получаса. На настоящий момент зарегистрировано около 1000 случаев остановки автомобилей, и, хотя это нечастое явление, ежегодно к этому списку прибавляется несколько инцидентов. Опубликованный перечень подобных случаев содержит подробности некоторых отчетов. Отдельные случаи наблюдались еще в конце 1940-х годов, однако подавляющее большинство инцидентов пополнили перечень после выхода на экраны научно-фантастического фильма «День, когда Земля остановилась», в котором пришельцы демонстрируют землянам свои передовые технологии и благожелательное расположение, спровоцировав временное отключение электроэнергии по всему земному шару. Естественно, этот факт породил споры в рядах психологов, одни из которых утверждали, что фильм отложился в сознании водителей и случаи остановки автомобилей происходят под влиянием кинематографических образов, а другие высказывали предположение, что пришельцы решили воспользоваться выходом фильма, чтобы доказать свое реальное превосходство. Как бы там ни было, существует более чем достаточно свидетельств того, что случаи остановки автомобилей вполне реальны, к тому же многие очевидцы никогда не слышали о фильме 50-летней давности. Кроме того, не вызывает сомнений тот факт, что остановки автомобилей – самый регулярный тип контактов с НЛО из всех известных на сегодняшний день. Эти случаи снова и снова демонстрируют нам, что необычное воздействие на технику основано на чисто физических принципах, изучением которых должна всерьез заняться наука. Подавляющее большинство остановок автомобилей происходит поздно вечером и на второстепенных дорогах. На оживленных магистралях в часы пик подобных случаев практически не зарегистрировано. Учитывая, что статистическое распределение должно показывать нам совершенно иную картину, мы можем логическим путем вычислить фактор, провоцирующий эти события. Кроме того, известны случаи, когда дизельные двигатели продолжали работать нормально, тогда как электрические системы автомобилей, в частности фары и стартер, выходили из строя. Поломка почти всегда оказывалась временной, и все последствия исчезали после того, как НЛО удалялся на несколько десятков метров от машины. Однако поиски на металлическом корпусе машин следов близкого соседства с сильным электромагнитным полем, как правило, не приносили результатов. Это наводит на мысль, что останавливающая автомобили энергия индуцируется удаленными источниками и вмешивается в работу электросистемы, вероятно, преграждая путь ионному потоку, однако конкретный механизм этого воздействия до сих пор не ясен. Споры разгорелись также по поводу того, указывает ли избирательный характер этих случаев, а также регулярность, с которой они оказываются первой стадией тесных контактов, включающих последующее похищение, на присутствие в летательных аппаратах инопланетных существ, или же остановки автомобилей провоцируются чисто природными факторами. Физики исследовали инциденты, в которых помехи в работе машин могли вызываться шаровыми молниями, однако убедительных свидетельств того, что такие случаи имеют место, пока не получено. В любом случае, остановки автомобилей в большей степени, чем любой другой тип контактов, указывают на физическое присутствие НЛО.